Всем привет! Позапрошлое видео на нашем канале было посвящено 7 фотоаппаратам, которые вы можете купить в магазинах России, которые стоят своих денег. Сначала я хотел сделать такой же выпуск про БУ фототехнику, рассказать про всех производителей разом, но очень быстро понял, что достойных камер на вторичке слишком много, и поэтому я решил разбить видео на несколько частей. Сегодня мы с вами поговорим про фотоаппараты Canon. Если вам нравится этот формат и вы хотите увидеть другие части про фотоаппараты Nikon, Sony, возможно про какие-то еще, то обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, чтобы я понимал, что тема вам интересна. Ну и пожалуй, начнем. Кстати, предвидя вопросы о том, почему в рейтинге нет того или иного фотоаппарата, я сразу вам отвечу. Значит, он недостоин. Также в рейтинге нет достойных камер вроде Canon 5D Mark IV, Canon 80D и прочих, которые вышли не так давно и цена на которые на вторичке может быть вкусной только при сильном везении. Фотоаппараты в нашем сегодняшнем рейтинге разделены на группы, потому что многие из них являются представителями одной линейки, которые выходили друг за другом. И камеры в первой линейке у нас Canon 600D и Canon 650D. И это младшие из представленных сегодня линеек. Именно эти камеры данной линейки, на мой скромный взгляд, вызывают наибольший интерес на вторичке. Это классические любительские зеркальные камеры начального уровня 2011-2012 годов выпуска. Их основные плюсы – поворотный экран, небольшие размеры и вес, а также очень демократичная цена. Чаще всего они продаются в китовом комплекте с объективом 18-55 мм. Покупки их стоит рассматривать прежде всего новичкам, которые решили попробовать себя в фотографии. Canon 600D можно найти по цене от 10 до 12 тысяч рублей. 650D немного дороже, но все равно больше 15 тысяч рублей. За него отдавать не стоит. Основное отличие 650D от младшей 600 модели – это поддержка STM объективов. Технология STM позволила Canon создать более тихие объективы с плавной фокусировкой, которые в том числе лучше работают при видеосъемке и позволяют использовать неплохой контрастный автофокус. При использовании 600D в режиме видео фокусироваться приходится ручками, так как автофокус работает плохо. Соответственно, при покупке 650D стоит обратить внимание на объектив в комплекте. Покупать стоит с объективом 18-55 мм STM, иначе какой смысл? Вторая линейка, о которой мы поговорим, это камеры 40D, 50D, 60D, 70D. Тут, как вы заметили, у нас больше вариантов, и они очень сильно отличаются по цене. Это уже камеры для продвинутых любителей, по крайней мере по изначальной задумке Canon. Сейчас же их могут позволить себе даже те, кто только начинает свой путь в фотографии. Чаще всего эти фотоаппараты продаются без объектива в комплекте, цену соответственно мы будем рассматривать только за тушки. Что касается конкретных моделей. 40D самая старенькая из них. Тем не менее, с учетом того, что ее можно найти в очень достойном состоянии за 5-6 тысяч рублей, эта камера выглядит очень неплохим вариантом. Опять же, сравнивая с камерами вроде 600D, этот фотоаппарат будет ощущаться более серьезным фотоинструментом, несмотря на то, что выпущен он в далеком 2007 году. Крупный корпус из магниевого сплава, вес больше 800 грамм, при этом 9 крестовых точек фокусировки, светлый пентапризменный видоискатель и жирный пиксель на 10 мегапиксельной матрице. Правда, с точки зрения современности он уступает 600-му, о котором речь шла раньше. У 40D плохенький фиксированный экран без возможности поворота, карты памяти CF, которые сейчас не так просто найти и не особо удобно пользоваться в любительских целях. Но для многих людей плюсы этой камеры будут решающим фактором, особенно с учетом очень низкой цены. Следующий фотоаппарат Canon 50D. Легендарная по сути камера. Вышла она в 2008 году. В то время эта камера часто использовалась для съемки свадеб, поэтому отнестись к покупке такого аппарата нужно особенно внимательно. Конечно, много таких камер было на руках и у обычных любителей. Цена на тушку сейчас пляшет в районе 10-12 тысяч рублей. Дороже брать ее я бы не советовал. Canon 50D имеет неплохую пылевлагозащиту, все тот же магниевый корпус и новую по сравнению с 40D матрицу на 15 мегапикселей. Также камера стала немного более современной. По крайней мере, они улучшили экран, и на нем стало возможно разобрать то, что вы наснимали. Canon 60D, вопреки ожиданию многих, не стала полноценным продолжением полтинника. Дело в том, что после выхода 50D Canon решила разбить линейку на две камеры
7D и 60D. 60-ка стала менее профессиональной, если так можно выразиться. Многие считают, что ее корпус стал менее защищенным и более хрупким, в том числе из-за того, что в камере перестали использовать магниевый сплав, заменив его пластиком и алюминием. Тем не менее, камера стала дружелюбнее для новичков. Появился поворотный экран, SD-слот для карт памяти, и сама камера стала немного легче. Также у Canon 60D подросла матрица до 18 мегапикселей. На вторичке Canon 60D достаточно просто найти за 15-17 тысяч рублей. Это средняя цена за данную камеру. Canon 70D – последняя камера линейки, которую мы рассмотрим. Матрица опять же обновилась, стала 20 мегапиксельной. Камера получила фазовую систему автофокуса на 19 крестовых точек. Но самое главное, что она получила любимую многими сегодня систему фокусировки Dual Pixel, которая прекрасно показывает себя как при фото, так и при видеосъемке. Камера выглядит достаточно свежо даже на сегодня, если мы говорим про различные фишки, такие как поворотный экран с тачскрином или Wi-Fi в камере. За 26-27 тысяч рублей эту камеру можно попробовать найти на Авито. Из-за того, что камера не очень старая, цены на нее пока держатся на достаточно высоком уровне. Для многих любителей лучше подойдет тот же Canon 200D, который можно найти на вторичке примерно по той же цене. Или можно вообще немножко добавить денег и купить Canon 200D новым. Но для серьезного занятия фотографией, безусловно, 70D подходит куда лучше. Следующая линейка. Canon 5D, Canon 5D Mark II. Первые два пятака. Что может быть легендарнее этого? На самом деле очень знаковые камеры для Canon, и обе имеет смысл смотреть на вторичке. Но есть нюансы, давайте кратенько о них расскажу. Итак, первый пятак, он же Canon 5D, полнокадровая камера, выпущенная в далеком 2005 году. В камере установлена матрица на 12 жирнющих мегапикселей. Легенды гласят, что передача цвета этой камеры одна из лучших в принципе. Я могу это подтвердить отчасти. Действительно, очень приятные цвета, особенно в портрете. Есть камеры Canon, которые с ней могут в передаче цвета посоревноваться. И возможно даже выиграть. Но о них поговорим чуть позже. Камера не имеет многих современных фишек. Даже авто-ISO в камере отсутствует. В режимах приоритета выдержки и диафрагмы ее в том числе придется выбирать вручную. Режима Live View также в камере нет. Фотоаппарат можно найти в хорошем состоянии в среднем за 20 тысяч рублей. Но вы должны понимать, что камера старая, хороших экземпляров не так много и к проверке нужно подходить особенно внимательно. Я бы не рекомендовал покупать этот фотоаппарат как первый. Как первый полнокадровый возможно. Когда у вас уже есть опыт с кроп-камерами, тогда можно присматриваться к подобным вариантам. Canon 5D Mark II. Пожалуй, еще более знаковая камера. Второй пятак. На них просто дуром снимали свадьбы. Причем как фото, так и видео. Этим камера, пожалуй, и была примечательна. Она получилась таким универсальным мультимедийным решением для фото и видео. Поскольку большинство людей использовали эти камеры для коммерческих целей, выбирать ее стоит особенно осторожно, и лучше, чтобы это делал разбирающийся в вопросе человек. Потому что большинство пятаков на вторичке — это убитый хлам, который ни в коем случае нельзя брать. Камера невероятно живучая. Я пользовался камерой с пробегом в 500 000 и работала она отлично. Но это вовсе не означает, что в таком состоянии камеру можно покупать. Я бы не рекомендовал брать варианты с большим пробегом или те, которые использовались видеооператорами. Найти в хорошем состоянии камеру можно, но придется постараться. Поэтому в том числе качественный аппарат может стоить 45 тысяч рублей и даже больше. Камеры очень живучие, защищенные от пыли и влаги, это настоящие профессиональные фотоаппараты. Выпускать второй пятак начали в 2008 году. В отличие от первого пятака, у 5D Mark II появился авто-ISO, режим Live View и возможность фотосъемки в RAW 14 бит. А итог нашего сегодняшнего видео подведут две камеры линейки 1DS. А именно Canon 1DS Mark II и Canon 1DS Mark III. Широко известные в узких кругах кирпичи. Простите за каламбур. Это профессиональные полнокадровые здоровенные камеры со встроенной батарейной ручкой и весом под 1,5 килограмма, которые имеет смысл покупать только тем, кто понимает, зачем это нужно. Помните, я говорил, что есть камеры у Canon, цвет фотографий на которых лучше или по крайней мере не уступает первому пятаку. Так вот, это как раз тот случай. На самом деле, где лучше цвет, это дискуссионный вопрос. Лично мне ближе 1DS Mark III.
особенно с учетом остальных факторов. Но многие назовут второй 1DS эталоном цвета, и с ними я тоже не буду спорить. Вторая и третья версия 1DS выпущены в 2004 и в 2007 годах соответственно. Вторая версия имеет матрицу на 16 мегапикселей, в третьей стоит сенсор на 21 мегапиксель. В остальном разница между ними примерно как между первым и вторым пятаками. Canon 1DS Mark III чуть более современная камера. У нее лучший экран, система автофокуса, есть режим Live View, но нет видеосъемки. Цены на эти фотоаппараты нестабильны. Canon 1DS Mark II может стоить от 40 до 50 тысяч рублей. Цена не зависит от состояния или других факторов, а больше зависит от продавца. Canon 1DS Mark III оценивается 55-65 тысяч рублей. Есть варианты еще дороже, но даже указанный ценник для Canon 1DS Mark III это скорее попытка срубить бабла на ценителях данной модели, чем справедливая стоимость данного аппарата. Любую камеру в нашем сегодняшнем обзоре вы можете найти дешевле или дороже предложенных цен. Я старался указывать адекватный ценник, за который фотоаппарат реально можно купить на вторичке. Например, Canon 1DS 1, которого, кстати, в нашем обзоре сегодня нет, я покупал когда-то за 17 тысяч рублей на eBay. Об этом есть отдельный ролик на нашем канале. Но если посмотреть среднюю цену на том же Авито, то она будет в районе 23-25 тысяч рублей. То же самое касается всех представленных сегодня камер. Если повезет, вы можете купить их и дешевле указанных цен, но постарайтесь хотя бы купить не дороже. Сегодня вы услышали мнение нашего проекта о лучших камерах Canon по соотношению цены и качества, которые можно купить на вторичке. Возможно, вы бы добавили в наш сегодняшний список что-то еще? Напишите об этом в комментариях. Я надеюсь, вам понравился этот ролик и вы оцените его лайком. И подпишитесь на наш канал. Если будет интерес к этому формату, то поговорим и о других брендах. А сегодня на этом все. Спасибо за внимание. С вами был канал Полный Кадр. Делайте правильный выбор.